Добрый вечер, дорогие друзья. Вы снова на YouTube-канале Марка Солонина. У нас вторая часть очень печальной истории, посвященной трагедии, в которой 10 апреля 2010 года погиб самолет с польской делегацией в окрестностях аэропорта Северный около Смоленска. Напоминаю кратко содержание предыдущей части нашего разговора. Основываясь на официальном документе 200 страниц отчета Межгосударственного авиационного комитета, посвященного расследованию этой катастрофы, Межгосударственный комитет состоял из России, Узбекистана и Азербайджана, составлен отчет, из которого следует распечатки черного ящика, другая информация, свидетельствует о том, что этот самолет Ту-154М, на борту которого было 96 человек, в том числе президент Польши, его супруга, 3 вице-спикера Сейма, большое количество военных, политических деятелей, священнослужителей и так далее, этот самолет никуда никогда не падал. Он совершал управляемый полет, все системы корабля работали нормально, он заходил на посадку под нормальным расчетным углом наклона траектории глиссады, там 3 градуса 10 секунд, если я не путаю, с нормальной посадочной скоростью, вертикальной скоростью, не выходящей за рамки, установленной руководством летной эксплуатации 5 метров в секунду минус, в правильной посадочной конфигурации, выпущенные закрылки на нужные углы и так далее. Вот в этом вот состоянии самолет вполне управляемый сел, только сел он не на бетонную полосу аэропорта, а сел он в лесочек. Не знаю уж это назвать словом лес, как вы видите, мелколесье. Вот в результате посадки самолета в мелколесье, еще раз, расчетная посадка с нормальными для этого типа самолета скоростями и углами подхода к земле. В результате посадки не на полосу, а в мелколесье, как сказано в отчете МАК, все люди, находившиеся на борту этого самолета, погибли. Тела некоторых из них были расчленены, то есть разорваны. Причиной мгновенной, как сказано в отчете, гибели всех людей на борту указано в отчете МАК перегрузка торможения, запредельная для человека, которая достигла 100 Ж, то есть 980 метров в секунду за секунду. А дальше мы включаем голову, физику 7 класса средней школы, уж проще придумать нельзя. Самолет двигался со скоростью, но она менялась, естественно, там в пределах 74-75 метров в секунду. Ускорение торможения нам названо, то есть самолет от этой скорости до нуля затормозился, делим 75 на 980, получаем что-то порядка 70 миллисекунд. 70 миллисекунд. Что такое 70 миллисекунд? Моргание человека, человек обычно моргает 200, 250, 300 миллисекунд. То есть 70 миллисекунд – это мгновенно, с точки зрения нашего человеческого восприятия, самолет летел со скоростью 75 метров в секунду, это порядка 260 км в час, то есть несся как гоночный автомобиль, а потом взял и за время меньше, чем время моргания, человек моргает, говорят, 200-300 миллисекунд, мгновенно взял и остановился, и возникла перегрузка, от которой все люди умерли. Это не имеет ничего общего с реальностью. Понятно, что остановиться за время меньшее времени моргания самолет мог только в случае, если он врезался в вертикально стоящую перед ним гору. Может быть, если он вертикально отвесно пикировал в землю и ударился о что-то на земле твердое. Однако мы видим там достаточно рыхлый грунт, подболоченное место, как сказано в отчете МАК, заболоченная площадка, и он разбросал свои обломки, этот самолет, на дистанции в несколько сотен метров, что абсолютно исключает возможность перегрузки 100 Ж при торможении. Еще один момент, которым я
первой нашей части я упустил, но его стоит отметить, конечно же, это то, что есть закон сохранения энергии. Если самолет летел, там 76 тонн у него было посадочного веса, 76 тысяч килограмм, у него была скорость, там, допустим, 75 метров в секунду, кинетическая энергия mv квадрат пополам. Умножаем, множим, делим, мы получаем, что этот самолет обладал энергией кинетической, эквивалентной энергии взрыва примерно 55 килограмм тротила. 55 килограмм тротила – это 100-миллиметровый артиллерийский снаряд, извиняюсь, 200-миллиметровый артиллерийский снаряд, то есть это очень тяжелый гаубица или авиационная 100-килограммовая бомба, например. Есть расчеты, есть нормативы определения размера воронки. Вот выделение энергии эквивалентной взрыва 55 кг тротила в течение 70 миллисекунд, это практически взрыв, это должно было выбросить в воронку 27 кубов. 27 кубов, я немножко округляю, вы понимаете, что получилось проще считать 3 на 3 на 3. 3 метра на 3 метра и 3 метра в глубину. Вот такая вот воронка, вот размером с комнату, должна была образоваться в лесу, но мы ее не видим. То, что мы видим, совершенно не похоже на яму 3 на 3 на 3. Это такая очень слабенькая и, конечно же, длинная. Длинная она по отчету МАК 70 метров. Это вот борозда, которую стабилизатор скользил по земле и прокопал. Одним словом, нету никаких следов удара, такого удара, при котором могли бы возникнуть ударные перегрузки, перегрузки торможения 100G. А теперь я должен исправить ошибку, которая была допущена в прошлый раз. Она не принципиальна, но она важна. В прошлый раз я имел неосторожность, не проверив внимательно, сказать, что самолет чиркнул по склону оврага. Не чиркал он ни по какому склону. Значит, смотрим на картинку. Мы видим, да, действительно, есть, скажем так, по этой разметке, это метры от торца ВПП на участке 600-700, 600-800 метров от ВПП, есть действительно участок с наклоном, но этот участок самолет перелетел, потому что мы видим там дорога. Дорога имени Кутузова она называется в Смоленске. Так на дороге продолжалось автомобильное движение. Он перелетел через дорогу, не задел там ни одной машины, машины продолжали движение, не пропахал ничего на дороге. И уже встреча с землей и основной зоной разброса обломков, как вы видите, в диапазоне 350-600 метров от ВПП, происходит уже за дорогой, в смысле ближе к аэродрому, чем дорога, а там уже абсолютно ровный горизонтальный участок. То есть ни в какой, даже очень пологий овраг, если можно уклон 6 или 7 градусов называть оврагом, он не врезался, в наклонный участок он перелетел по воздуху. О чем мы имеем много подтверждений, кроме факта наличия дороги, по которой продолжалось движение. Смотрим на следующую картинку. Это отчет фланкера. Еще раз повторяю, я даю ссылку в описании. Некая группа лиц, человек, не знаю, фланкер 20, выпустили они в 2016 году 100-страничный отчет очень подробный об обстоятельствах гибели. Еще раз повторяю, что, на мой взгляд, ничего даже близко похожего по качеству, по серьезности работы отчета фланкера нет. Так вот, пропадание питания, вот FMS Memory Frozen, вот эта точка, где пропало питание на бортовом компьютере и больше нету записи, то есть что-то очень плохое произошло с самолетом. Вот, эта точка, как вы видите, находится уже левее дороги, и, соответственно, это уже под ней, под этой точкой совершенно ровная, насколько может быть в природе что-то ровная горизонтальная поверхность. Именно в это... А что такое точка предыдущая, ТАВС-38? Это точка, смотрим на экран, в которой самолет что-то потрясло. NY – это вертикальная перегрузка. Вот мы видим, что в этот момент, очень короткий момент,
перегрузка начала меняться. Мало того, что она выросла до нескольких единиц, она начала с гигантской скоростью, это, понимаете, там меньше долей секунды, она стала меняться с положительной на отрицательную, то есть некое событие потрясло самолет. Ну и для того, чтобы уже совсем снять все сомнения в том, когда же произошло это событие, мы находим соответствующую 119-ю страницу маковского отчета. Вот он перед вами. Ясно, понятно, написано. Да, я это в прошлый раз пропустил, извиняюсь, но теперь уточняю. Читаю вслух. Пропадание питания ФМС, в скобочках, замораживание памяти, произошло в 10:41:05 на бароскорректированной высоте около 15 метров. Как вы понимаете, 15 метров над землей, а не 15 метров под землей. То есть некое событие, которое окончательно все вырубило на самолете, произошло в воздухе. А теперь, вспоминая известный афоризм о том, что правду говорить легко, но эту правду говорить неприятно, как вы сейчас поймете, но легко, мы переходим к обсуждению следующего большого документа. Вот его обложка, первый титульный лист перед вами. Это в 2018 году польская комиссия, возглавляемая Мацеревичем, подготовила свой отчет, технический отчет об обстоятельствах гибели самолета. 2018 год. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что отчет Фланкера был и раньше, но, похоже, поляки с ним дела не имели. В самом начале нашего разговора, предыдущего разговора, я сказал, что у нас техникум, а не политикум, и все вопросы, связанные с политической стороной этого дела, мы не трогаем. Однако мы подошли, в конце концов, к тому моменту, когда я вынужден сделать небольшое отклонение из этого правила. Иначе станет непонятно, кто такой Мацеревич, и что это за отчет, и вообще, что это происходит. Тем более, что многие, у нас уже 5500 комментов было на момент, когда я записывал, многие удивляются, спрашивают, утверждают, поляки же согласились. Друзья мои, в тот момент не было единой позиции, не было единства в политической жизни Польши, и это не единство, выбираю самое аккуратное выражение, дошло до такого, оно не дошло, оно продолжалось, этот раскол в политике, в политической элите, в отношении граждан к своим политикам продолжался многие годы, он продолжался несколько и продолжается по сей день десятков лет, он идет еще из эпохи солидарности и свержения коммунистического режима. Я категорически не пытаюсь даже тени бросать на то, кто был лучше, кто хуже, но был раскол. И раскол этот нашел свое подтверждение в самом событии, которое мы обсуждаем. Открываем и читаем воспоминания. Это не воспоминания. Это интервью, которое в 2011 году дал, в тот момент уже бывший посол Польши в Москве Ежи Бар. Дал в крупнейшей польской газете, газета «Выборча», в которой он, как посол, который организовал все это дело, и дает свою оценку происходящему. А происходившее дело так. Было 2 визита, не один, а 2. Не одна польская делегация, а 2. 7 апреля 2010 года прилетела польская правительственная делегация, возглавляемая премьер-министром Туском, которую принимал премьер-министр Российской Федерации Путин. Это был официальный визит польской делегации, которая посетила мемориал в Катыни. И через 3 дня после этого прилетал следующий самолет с еще одной польской неофициальной делегацией. Вот что по этому поводу говорит в интервью на тот момент посол Польши в Москве. Я слушал все это с отвращением. Для меня участие 2 высших представителей государства в 2 разных мероприятиях в Катыни за такой короткий срок было оскорблением республики. Они продемонстрировали неспособность вместе поклониться братской могиле.
Как гражданин я не мог с этим смириться. Как чиновник должен был. Раскол это, как мы знаем, отнюдь непреодоленный. Вот несколько дней назад, когда была очередная 11-я годовщина Смоленской трагедии, в Варшаве отметили дракой на улице, попыткой устроить скандал, чучело какие-то издевательские носили на месте мемориала и так далее. И так далее. Поэтому, когда некоторые говорят, журналисты пишут, что в этом самолете Ту-154 находилось все высшее руководство Польши, это очень важная ошибка. Там находилась все руководство одной половинки. Вот одна из этих вот частей, противоборствующих, имеющих, кстати, в стране на протяжении многих лет 50 на 50 поддержку граждан, вот руководство одной из этих половинок, едва ли не в полном составе, и действующий президент, и последний по счету президент Польши в изгнании, и другие люди, организаторы солидарности, вот руководство одной из половинок было там. В этом разбившемся самолете, а руководство другой половинки польского политикума, возглавляемого премьер-министром Туском, было в другом самолете. Нет, в том же самом. Это был технически, физически один и тот же самолет, который прилетел 7 апреля, за 3 дня до этого, на тот же самый аэродром. И, что достаточно важно, на месте второго пилота сидел как раз тот самый Аркадиуш Протасюк, который и погиб в трагическом рейсе 10 числа. Так вот, Мацаревич – это представитель той половины, той части польского политикума, я не называю ни слов, ни оценок, вот той половинки, руководство которой и разбилось в Смоленске. По поводу его должностей, в 1900, естественно, в 1968 году 20-летним парнем он уже был в Комитете защиты рабочих организаций, из которой вырастала «Солидарность». В 1992 году в новой посткоммунистической Польше он был министром внутренних дел. Тогда он опубликовал в качестве министра внутренних дел большой перечень агентов польского КГБ, скажем так. В перечне этих агентов был Лех Валенса, Нобелевский лауреат, президент страны, всемирно известный человек. Анджей Вайда фильм про него снял «Человек из железа». Скандал был ужасный. Как можно было так оскорбить такого уважаемого человека? На этом большой разрыв в политической биографии Мацаревича аж до 2006 года, с 1992. Но, правда, потом, когда умер один из руководителей по счету польского КГБ, я же так по-простому говорю КГБ, его жена, исполняя последнюю волю мужа, передала его личный архив, и там, да, действительно была собственноручная расписочка агента Болика о сотрудничестве. Но суть не в том. Став в 2006 году, вернувшись в политику, Мацаревич возглавлял военная контрразведка, по-простому говоря, потом был министром обороны страны. В качестве руководителя военной контрразведки он опять же оскорбил половину Польши, мало того, что опубликовав, уволив сотни офицеров, которые, по его мнению, как руководители военной контрразведки, были агентами России. Таково было его мнение. Вторая половина Польши с этим не согласилась и сочла, что это скандал с целью подорвать политическое влияние оппонентов. Вот этот вот человек и стал руководителем группы, которая создала отчет, который так и будем дальше называть отчет Мацаревича или второй польский отчет, потому что одновременно с отчетом МАК в 2011 году был первый польский отчет под руководством комиссии Миллера, которая во всем и полностью согласилась с маковским отчетом. И в отчете Мацаревича, то есть во втором польском отчете, они все время так и упоминаются совместно. Отчет МАК и отчет комиссии Миллера. Итак, после этих предисловий переходим к делу. Что же, собственно говоря, мы видим? На одной из первых, я, естественно, пользовался англоязычным вариантом отчета Мацаревича, комиссии Мацаревича. На одной из первых страниц, вот она перед вами, мы видим, в высшей степени интересная вещь. Электронная система контроля захода людей в охраняемую зону не функционировала в ночь с 9 на 10 апреля. Источник информации – отчет
Бюро охраны ЖАДы, правительство, ну, служба охраны правительства, ну, что-то типа нашего Федеральной службы охраны ФСО. Далее. Контейнер весом 1066 килограмм. 1066 килограмм с запасными частями не был проверен и был загружен на самолет в ночь с 9 на 10 апреля без какого-либо досмотра. Интересная информация. По-моему, это интересная информация, но в любом случае она интереснее, чем информация о тумане, ну, на мой взгляд. А слышали ли вы когда-нибудь про этот контейнер 1066 килограмм? Что-то 3 года уже прошло с публикации. Ну, что-то об этом не вспоминать, все больше про туман. А, кстати, не только мне это показалось весьма интересным. Если на борту были взрывы, самолет откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит, там их и положили. Мы, что ли, туда пробрались, какие-то российские агенты положили туда взрывчатку, что ли? Ищите у себя тогда. Далее, ну, что это? Это обломки самолета, обломки фюзеляжа самолета. Боковые панели фюзеляжа, как вы видите, выворочены. С таким, они не просто выворочены на 90, они еще даже пошли дальше заворачиваться. Взмах крыльев птицы. Вот почему-то цилиндрический фюзеляж самолета в результате, как утверждает отчет МАК, очень сильного удара о землю вывернулся наизнанку и превратился в некое подобие птицы, взмахнувшей крылами. Следующая картинка. Что это такое? Это кусок, обломок оторванной части левого крыла. И мы видим, что его обшивка такими листочками, листиками закручивается, ну, часть вверх, а та, которая снизу, которая, ну, ближе к земле, вот на нашей фотографии, она точно так же градусов на 90 выкручена вниз. Что это такое? А вот носок левого крыла, который разбился очень сильно, как нам говорят. И мы видим, вот там красный эллипс обведен, что какая-то непонятная сила изнутри выкрутила вот эти вот, эту обшивку, алюминиевый лист, выкрутила его наружу, причем, заметьте, одни туда, другие сюда. Что бы это могло быть? Вот произведен был натурный эксперимент, то есть был сделан, поэтому такой новенький, блестящий, чистенький. Был сделан кусок вот этой части крыла, внутри нее взрывается взрывчатка, и получается вот этот известный всем взрывотехникам, описанный во всех популярных книжках, эффект заворота лепесточком. Ударная волна, она быстрая, она так сильно бьет, что инерции, которую получает момент импульс движения, который получает листочек, хватает на то, чтобы он аж завернулся. Очень интересно. Далее, а это что такое? А это левая дверь. Это левая дверь, через которую пассажиры заходили в салон самолета. Эта дверь была вырвана из фюзеляжа, и под воздействием какой-то силы она воткнулась в землю и ушла в землю. Ну да, рыхлый грунт, не спорю, но все-таки она ушла в землю на глубину в 1 метр. То есть самолет скользил над землей, летел над землей, дверь из него вышла, решила, что она хочет двигаться отвесно вниз, и дальше там проведен расчет, сделанный в 2 институтах разных со скоростью 115 метров в секунду, примерно 500 км в час, так считаю в уме, врезалась в землю и ушла в землю на метр. С чего бы это вдруг? Ну вот она, это самая злополучная береза. Значит, во-первых, мы видим, что упавшая часть березы упала, ну, по фотографии направо и по ходу движения самолета направо. То есть самолет летел вперед, вот туда, в глубину картинки, а якобы обрубленная этим самолетом верхушка березы упала не вперед, куда ее бил самолет, не вперед налево. Самолет это стреловидное крыло, и левое крыло должно было немножко отбросить вперед налево. Нет, верхушка березы упала просто падла. Это по-польски перпендикулярно. Единственное слово, которое я знаю по-польски, вот оно замечательно звучало в фильме пропагандистском, подготовленном. Вот просто падла, перпендикулярно ходу движения самолета упала верхушка. И вот на фотографии сверху видны оторвавшиеся под воздействием какой-то силы куски конструкции крыла, которые аж врезались, видите, врезались в эту березу.
Причем, еще раз повторяю, береза обломана на высоте 5 или 6 метров, а пропадание питания на борту самолета произошло на высоте 15 метров. И уже где-то метров за 300 после пролета березы. Вот это самое крыло, которое перерезало березу, о чем мы с вами говорили. А многие в комментах сказали, ну она, наверное, не перерезала, это зачем Солонин говорит, что перерезала, наверное, просто смяла, а потом отломала подъемной силы. А нет. Вот выкладка обломков. Мы видим, что вот береза или какое-то другое явление очень аккуратненько, почти что как ножичком обрезало трехлонжеронное крыло. Оно на этом участке все еще трехлонжеронное, уточняю. Но сам оторванный кусок, в общем, более-менее целый. Но вот в каком странном состоянии находится то, что ближе к фюзеляжу. Вот та часть крыла, это часть левого крыла, та, которая правее линии обреза обруба, вот она у меня там стрелочка обозначена, которая ближе к фюзеляжу, по которой никакая береза не била, но, видите, вот этот вот участок крыла находится в гораздо худшем состоянии. Ну и еще раз по поводу этого обломка. Это уже скриншот отчета фланкера. Они, ребята, очень глазастые, все смотрели на этот обломок, он на всех фотографиях этот обломок, вот ребята очень глазастые. Видите, что там у них обведено красным кружочком. То есть что-то там, береза, ветка, дерево, телепортировалось, прошло через предкрылок, на предкрылке нету никаких повреждений. Предкрылок это вот это, то, что перед крылом, и между ними щель возникает. Между предкрылком и носком крыла. Там проходит воздух, и это определенным образом помогает самолету летать. А вот дальше, в закрытой предкрылком зоне носка крыла мы видим там разрыв обшивки, там что-то помято и так далее. Никакое столкновение ни с каким предметом, которое было перед крылом, не могло создать подобной картины. Целый предкрылок, а за ним помятый, частично даже порванный носок крыла. По мнению, которое сказал фланкер, на мой взгляд, достаточно разумное мнение, это следы стропа, ну то, чем подъемный кран таскает. То есть это дело подняли в другом месте, краном подтащили, положили рядом с березой, потому что считали, что так будет, наверное, красивее. Теперь по поводу обломанного крыла. Вот эта модель крыла, которая была сделана, модель самолета Ту-154 с обломанным именно в том месте, с тем участком размаха крыла, левым крылом в аэродинамической трубе. Хотели они выяснить, а что же, собственно говоря, с ним происходит. Ну, вообще, и фланкер об этом написал, не имея никакой аэродинамической трубы и подобных финансовых ресурсов. Простите, мне тоже было понятно, в прошлой передаче мы об этом не упомянули, что отрыв 6 метров крыла, общий размах двух частей крыла в этом самолете 38, не должен был бы привести к какому-то немедленному опрокидыванию, потому что там есть элерон, кусок крыла на участке элерона исчез, и значит эта часть крыла перестала создавать подъемную силу. Всего лишь перестала создавать подъемную силу, направленную вверх, а при отклонении элерона она еще может создать подъемную силу, направленную вниз. Так что это вполне могло быть спарировано, но это у них поляки проверяли. Перед вами отчет. Перевожу с листа. Очень точные эксперименты, проведенные в аэродинамической трубе в 4 разных институтах, показали, что падение подъемной силы, связанное вот с этим отрывом участка крыла 6,5 метров, дает общее уменьшение подъемной силы в диапазоне 4,8-8,7% в зависимости от угла атаки, под которым находился этот самолет. И это падение не должно было привести к опрокидыванию самолета. Еще один важный в этом деле момент, связанный с тем, что когда мы в прошлый раз обсуждали, и в комментах большое количество было вопросов или возражений такого порядка. Ну да, вот Солонин говорит только о торможении, продвижении вперед, ударе во что-то, но его же крутнуло, его же так сильно крутнуло, что все люди разорвались на части. Ребята, за 2 секунды,
как видно по оставшимся до пропадания питания записям черного ящика, за 3 секунды самолет накренился, за 2 секунды самолет накренился на 65 градусов, то есть угловая скорость 30 градусов в секунду. Или полный поворот за 12 секунд. Полный поворот за 12 секунд, это вы даже не почувствуете какого-то сильного дискомфорта. Это американские горки, наверное, с такими оборотами вращаются. Это не центрифуга. Если же вы возьмете посчитать перегрузку, там вообще получаются смешные цифры, там десятой долей единиц перегрузки. То есть вот от этого вращения с темпом 30 градусов за 1 секунду, конечно, ничего ни у каких людей оторваться не могло. Но есть гораздо более интересный элемент в отчете МАКа, на который обратил внимание упомянутый многократно Фланкер. Смотрим на экран. Это описание состояния тела командира экипажа. Читаю. На тыльной поверхности левой кисти и левого предплечья пилота обнаружены повреждения, характерные для соскальзывания руки с рожка штурвала, то, за что держится человек, и соударения ее с приборной доской. Это позволяет говорить о нахождении левой руки на штурвале с относительно слабым зажимом рожка штурвала кистью руки, что не характерно для стрессовой ситуации, представляющих реальную угрозу жизни пилота. Тут эксперту показалось мало, он еще и добавил. Обычно имеет место рефлекторный зажим пилотами рожков штурвала, сопровождающийся травмами ладонных поверхностей. То есть в ситуации крайнего стресса человек так вцепляется, руками сжимает рожки штурвала, что у него аж на руках повреждения. Абсолютно то же самое написано про второго пилота, только у того обе руки соскочили с рожков штурвала, ударились о приборную доску и, соответственно, повреждены руки. Почему у командира только левая рука? Потому что правая была на руде, ручку управления газом, но тягой двигателя он давал максимальную тягу двигателя на подъеме. Эксперт или те, кто следил за работой эксперта и корректировал отчет, поняли, что они написали, поэтому там добавлено, что, по всей видимости, причиной того, что не было характерного зажима, как это обычно бывает в стрессовых ситуациях, это пространственная дезориентация пилота, возникшая при запредельном кренении самолета и его перевороте, что вызвало перераспределение мышечных усилий пилота с целью сохранения оптимальной позы в пилотском кабине. То есть человек не успел, и командир корабля, и второй пилот не сжали перед смертью, не впились ладонями, руками, пальцами в рожки штурвала. А эксперт это объясняет тем, что когда самолет начал опрокидываться, они почему-то взяли и расслабили руки, вместо того, чтобы инстинктивно, судорожно во что-то вцепиться. Напоминаю, хватательный рефлекс – это базовый врожденный рефлекс человека. Помните, маленькому ребенку, грудному младенцу даешь пальчики, он ручонками хватается. Это зашито. Хвататься при падении за что-нибудь – это зашито в человеке. Поэтому, на мой взгляд, абсолютно абсурдное предположение о том, что нет характерного зажима, потому что самолет начал крениться. Гораздо более правдоподобным кажется мне предположение Фланкера о том, что и командир экипажа, и второй пилот умерли, или, по крайней мере, потеряли сознание раньше, до того, как самолет начал заваливаться в крен. Еще раз. Угловая скорость крена была 30 градусов в секунду. В крен 65, при этом крене уже пропало всякое питание на самолете. Он двигался 2 секунды. А для того, чтобы что-то судорожно, рефлекторно, инстинктивно сжать, человеку надо 0,2-0,3 секунды, то есть 200-300 миллисекунд.
В описании к видео я даю ссылочку. Замечательная такая игрушка в интернете есть. Можете проверить время своего срабатывания. У меня получилось 266 миллисекунд. А в Карен мы входили 2 секунды. То есть, если на тот момент, когда самолет начал заваливаться, командир экипажа и второй пилот были еще живы, то у них было очень много времени для того, чтобы судорожно вцепиться в штурвал. Если этого зажима нет, считает фланкер, я с ним полностью согласен, значит, их смерть наступила гораздо быстрее и раньше, нежели самолет ушел в значительный крен. Двигаемся дальше по отчету Мацаревича. Это разброс обломков самолета. Видите, написано Кутузова. Это вот та самая улица Кутузова. Важная нам тем, что слева от нее, по фотографии слева от нее, уже горизонтальная поверхность, где нету никакого склона оврага вообще. Бржожа – это береза, естественно. То есть, как мы видим, обломки левого крыла того самого, который ударился о так называемую березу, разбросаны на дистанции в несколько сотен метров. Крыло разорвано в мелкие, крупные, мельчайшие кусочки со сбросом несколько сотен метров, начиная от березы. Разброс обломков самой прочной части, самое прочное, что есть в самолете, это центроплан. Вот эта вот коробка, жесткая коробка, соединяющая левую отъемную, правую отъемную части крыла, консоли крыла, как их называют. Там самый большой изгибающий момент, поэтому там самые мощные, прочные силовые элементы. Вот центроплан самолета, весь разброс уже за дорогой, то есть на гладком горизонтальном поле. Крупные куски самой мощной, прочной части самолета, центроплана, разбросаны, как видите, на дистанции по меньшей мере 70 метров. И это уже совсем далеко за березой. Далее, теперь переходим к самой неприятной части нашего простого, правдивого рассказа. Это мы читаем отчет Мацаревича, связанный с состоянием тел погибших людей. Вот, внимание на экран. Тело одного из пассажиров было вдавлено в стенку туалета, который находится, как вы понимаете, в задней части салона. Причем человек туда прилетел уже без спинки сиденья, и тело было вдавлено с такой силой, то есть человек летел назад, не по ходу движения, куда он должен был бы лететь, под воздействием перегрузки торможения, а человек почему-то летел назад в заднюю часть, хвостовую часть фюзеляжа, и врубившись в стенку туалета с такой силой, что эта стенка обвернулась вокруг человеческого тела. Строго говоря, на этом можно вообще уже было бы завершить, но будем читать дальше. Частично или полностью одежда была сорвана по меньшей мере из 35 человек. Главным образом, находившихся в третьем салоне, это там, где был президентский люкс. Из 20 человек, которые находились в этом третьем салоне, по крайней мере, из 12 человек одежда сорвана полностью или почти полностью. Дальше они отмечают, что из исследований известно, что для того, чтобы сорвать одежду человека, должна быть воздушная скорость 460 км в час, чего у самолета это точно не было, потому что больше 265 у него не было вообще. Следующая картинка, это самая печальная картинка, это разброс фрагментов тел и тел. Красными точками, там разные, видите, точки, целые, неразрушенные, не фрагментированные тела обозначены кружочками, а различными угловатыми фигурами обозначены фрагменты тел. Красные – это тела тех, кто находился вот в этом самом президентском люксе, третьем салоне. Как вы видите, именно фрагменты тел и тела тех, кто находился в третьем салоне, разбросаны на огромной дистанции в несколько сотен метров. Причем, как они там отмечают в отчете, вот
на картинке справа обозначено овалом фрагменты тел людей, находившихся в третьем салоне, появляются на земле раньше обломков самолета. Раньше обломков самолета. То есть эти люди превратились во фрагменты тел раньше, прежде чем самолет начал на куски разваливаться при контакте с землей. Вот, собственно, история. Вот, собственно, факты. По крайней мере, с точки зрения комиссии Мацаревича, это факты. Безусловно, те, кто с этим не согласен, имели 3 года для того, чтобы возразить, заявить, что эти факты недостоверны, что не было ни этого разброса, ни этих обломков, ни этих фрагментов, но, правда, они это не делают. Правда, они это и делают, и упорно, и это я вижу потому, что пишут тролли, сбежавшиеся на наш канал. Туман, безрассудный летчик, куда они поперлись, эти гонористые поляки, им же сказали, не надо заходить, туман, они полезли. Ребята, вы хотите поговорить про туман? Хорошо, мы поговорим про туман, только не обижайтесь. Разговор о тумане. Мы начнем с документа. Документ имеет отличное название, подходящее для рассеивания тумана загадки. Запись открытого микрофона. Что это такое? Это в диспетчерской, в пункте находится руководство полетами, установлен, как и сказано, открытый микрофон, который записывает все звуки, слова, скрипы, возгласы и так далее, реплики, какие только прозвучали среди всех участников, которые на Земле руководят полетом. Соответственно, это опубликовано, вся расшифровка, она есть. Смотрим на экран. 9 часов 12 минут, то есть до катастрофы у нас еще 1,5 часа. Краснокутский, полковник Краснокутский, военный летчик 1 класса, был командиром того полка военно-транспортной авиации, которая базировалась на этом аэродроме Северный после расформирования полка, начальник 610-го Центра боевого применения и переучивания летного состава военно-транспортной авиации. Констатирует, обращаясь неизвестно кому в этой комнате, Аметья Марченко, это у них метеоролог, говорил, туман не ожидаю. Владимир Иванович, обращается он кому-то, прикрыло нас туманом. Проходит 7 минут. Тот же Краснокутский, никто, и Марченко вчера весь день говорил, но по контексту никто не предполагал, никто туман не обещал. И утром все нормально. Вот сейчас 9 часов раз и затянуло. Видимость где-то 1200. Я думаю, что в 10:30 сейчас температура пойдет, в смысле станет теплее, добавляю я. Во всяком случае, хуже 1500-то не должно быть. Еще проходит минута. Ты глянь, накрыло как мгновенно, говорит Краснокутский. Еще проходит пара минут. Туман волнами вроде как. Откуда туман, говорит Краснокутский. 10 часов, ругательство. Это дурдом. Следующее. Еще 4 минуты. Ты понимаешь, полчаса и все. Волнами идет. И в прогнозе не было тумана. РП, руководитель полетов, подполковник Плюснин. А что молчишь? Туман сел, Краснокутский через минуту отвечает. Никто и не прогнозировал. Еще проходит несколько минут, и Краснокутский куда-то звонит. Звонит какому-то начальству, где просит, чтобы его соединили с оперативным дежурным. Полковник Краснокутский, оперативную дайте трубочку. Ага, соединились. Значит, Смоленск накрыло. В прогнозе его, скорее всего, тумана не было. Вот за 20 минут все закрыло. В прогнозе не было. Еще раз повторяю, уже, наверное, 5-й раз Краснокутский. Влажность 80. Откуда он взялся в 9 часов? Накрыло капитально. Видимо, сейчас метров 400. Проходит довольно много времени, проходит полчаса. Продолжают общаться офицеры. Слушай, метео что, невменяемый, что ли? Плеснин отвечает, он дает сейчас 800 метров. Да какие 800, отвечает Краснокутский. То есть они обсуждают информацию, которую им дает метеослужба. Метеослужба им говорит, что видимость 800, офицеры в окошко глядят, да тут метров 200-300, и больше ничего и не видно. Вот такой вот бывает
Такой бывает интересный туман. Такой бывает туман. И, наконец, мы переходим, читая запись, расшифровку запись открытого микрофона, к развязке трагедии. Смотрим на экран. 10:24, то есть до катастрофы у нас остается 16 минут. На связь в диспетчерской заходит 101. 101 – это как раз и есть польский Ту-154. Они обмениваются информацией, какой у них запасной аэродром. Корсаж – это условное обозначение аэродрома. Сообщает польскому самолету туман, видимость 400 метров. А я понял. Да, обратите внимание, весь разговор идет на чистейшем русском языке, я бы сказал, даже более чистом. То есть никакого языкового барьера не было. Земля сообщает метеоусловия, видимость 400 метров, давление, температура. И совершенно четко сообщает свой вывод. Условий для приема нет. На это в 10:25 за 15,5 минут до катастрофы польский самолет, скорее всего, это был командир экипажа Аркадиуш Протасюк, отвечает на чистейшем русском языке. Сообщает свое решение. Не отвечает, отвечает это в беседах. Сообщает решение. Попробуем подход, но если не будет погоды, тогда отойдем на второй круг. Абсолютно нормальный, уставной во всех смыслах этого слова диалог и процедура принятия решений. Земля информирует. Ни земля, ни диспетчера принимают решение, садиться или нет. Для этого есть человек с красивым длинным названием командир воздушного судна. Земля проинформировала о метеоусловиях, дала свою оценку. Да, условий для посадки нету. Командир воздушного судна информирует о принятом решении. Еще раз, дословно по буквам. Спасибо. Но если возможно, попробуем подход. Если не будет погоды, тогда отойдем на второй круг. И, наконец, развязка. Вот она развязка, вот они эти последние минута. Да, минута жизни этих людей, ну не этих, тех, которые в воздухе. Значит, руководитель РЗП, это руководитель захода на посадки на земле, говорит 101, выполняйте четвертый разворот. Краснокутский, как старший по званию, руководителем-то был Плюснин, но, вероятно, Краснокутского вызвали, потому что он знает этот аэродром. Говорит абсолютно правильные слова. Ты, главное, дай ему на второй круг, а дальше сам принял решение, пусть сам и решает. В этом нет ничего ненормального, тут никаких претензий к диспетчерам нет. А дальше начинается отсчет. РЗП, это руководитель захода на посадку, сообщает самолету удаление 10 километров, вход в глиссаду, 8 на курсе на глиссаде, 6 на курсе на глиссаде, 4 на курсе на глиссаде, 3 на курсе на глиссаде, то есть, ну, как видите, с интервалами в 13, примерно там 14 секунд, как самолет прилетал. Это расстояние примерно в километр. Земля информирует, столько-то километров, вы на курсе на глиссаде, вы еще ближе, вы на курсе на глиссаде, вы на курсе на глиссаде. Внимание, вопрос, а на них-то кто кричал? Ну, на летчика, говорят, кричал пьяный генерал. А почему земля, диспетчера, сколько там, раза 4-5, повторяют и информируют самолет о том, что он находится на курсе на глиссаде, если он на самом деле летит в лес и собирается воткнуться в лес? На мой взгляд, ответ на этот вопрос мы увидим на следующей странице записи открытого микрофона, а именно диспетчеров использовали в темную. Смотрим на экран. Смотрим на экран. Читать вслух я это не могу. У нас нету значка плюс 18. А все вы видите перед собой. Сколько получается? 24 секунды сплошного мата, сплошной ругани. Но я бы сказал, сплошной истерики. 28 секунд, два офицера
видать, много в жизни свою повидавших, военные летчики, находятся в невменяемом состоянии, безостановочно матерятся, безнадежно взывают к 101-му борту, потом опять матерятся, и только через 28 секунд, наконец-то Краснокутский, продолжая истерически ругаться, дает первую осмысленную команду: давайте пожарку туда, куда, ну и дальше мат, который опять же продолжается. Ну, я не думаю, что полковник и подполковник были такими замечательными артистами Погорелого театра, что они могли эту сцену разыграть по сценарию. Нет, скорее всего, у них абсолютно искренний эмоциональный шок. Они совершенно не ожидали и не хотели этого результата. Их, скорее всего, использовали в темную. А что же они тогда говорили на курсе на глиссаде, на курсе на глиссаде, на курсе на глиссаде? Версия фланкера, который мне представляется, по крайней мере, заслуживающей серьезного рассмотрения, заключается в том, что была, это не версия, это известный факт, штатная система радиопосадки, радиообеспечения посадки не работала, была установлена перевозная мобильная система, транспондерная система захода на посадку, которая была преднамеренно запрограммирована, настроена так, что она вела самолет по глиссаде, которая втыкалась не во взлетную полосу, а в лес. Соответственно, Плюснин, Краснокутский, руководитель захода на посадку, наблюдали монитор этой системы. Система показывала, что все правильно. Они совершенно добросовестно транслировали эту информацию экипажу, но все было неправильно. Потому что так она была настроена, эта система. И, наконец, смотрим последняя страница, ровно 3 строчки, запись открытого микрофона, а там очень и очень важные слова. Мы об этом уже много раз говорили, но они здесь еще раз повторяются. Ровно через минуту после катастрофы Земля констатирует: на второй круг уходить начал, потом пропал. О чем мы уже много раз и говорили. Самолет начал отходить от Земли, то есть когда наконец он вынырнул из тумана, скорее всего искусственно созданного, и когда Аркадьевич Протасюк, командир корабля, увидел, что он садится не на полосу, а в лес, он начал уходить на второй круг, самолет начал уходить от Земли, тут он и пропал. Последний вопрос во всей этой истории. Мы не знаем, откуда взялся этот туман. Но уж если Краснокутский, который был командиром полка на этом аэродроме, не мог понять, откуда он взялся вопреки метеопрогнозу, и почему-то он так быстро сгустился, и при такой вот погоде и температуре, откуда он взялся. Но откуда же я могу понять, откуда взялся этот туман? Вопрос в другом. Почему в этих плохих метеоусловиях, не наблюдая Землю, все-таки командир польского самолета Аркадьевич Протасюк начал сажать? Почему он не ушел с высоты принятия решения 60 метров на второй круг? Это сложный вопрос, у меня нету на него никакого ответа, я могу всего лишь вслух прочитать версию фланкера, которая мне представляется заслуживающей обсуждения. Вот она перед вами на экране. К моменту, когда самолет был на высоте принятия решения, командир воздушного судна устойчиво наблюдает установленные для дезориентации, для обмана по-простому, экипажа дополнительные огни, без тени сомнения принимая их за огни приближения взлетно-посадочной полосы. Свое положение относительно них он оценивает как посадочное, что и является побудительным мотивом для продолжения снижения. Должен вам сказать, что я уже, наверное, раз 10 похвалил отчет фланкера и сказал, что ничего более серьезного никто не написал, включая отчет комиссии Мацаревича, на мой взгляд. Но вот конспирология такого масштаба меня как-то вот тогда, покоробила. Что это специальные там огни кто-то ставил, это же вообще криминал. Смотрим на экран. Что это такое, а? Это скриншот, который я сделал вот с этого вот кино. Это кино любительское, любительская запись, сделана через несколько часов после катастрофы. Сейчас вы ее видите.
Видите обломки самолета. Видите обломки самолета, то есть это не какой-то другой лес, и вот какие-то вот интересные предметы на каком-то ящике алюминиевом, железном, на досочках подпертые. Что это за предметы? Вот эти же предметы, только в хорошем, понятном, ясном изображении. Это посадочные огни. Посадочные прожектора – это нормальная вещь, ее люди проектировали, делали для того, чтобы эти огни были даже через туман летчику видны. Они стоят, ну, это такая стандартная вещь, через каждые 100 метров стоит группа огней, вот этих прожекторов, они имеют определенную численность на каждом из этих, ну, назовем их рубежами. И пролетая над ними, ну, это 100 метров, значит, пролетая над ними, летчик примерно там может ориентироваться и бегло понимать, что он движется более-менее хотя бы вдоль оси взлетно-посадочной полосы. Вот в версии фланкера реальная правильная штатная система была выведена из строя, а как мы сейчас вот увидели какую-то странную видеозапись, в лесочке, на ящиках каких-то стояла другая, которая вела самолет в лес. А если вам это показалось уж совсем горячечным бредом, ну вот смотрим, что написано в окончательном отчете МАК, страница 63. Контрольный осмотр светотехнического оборудования был проведен в 9 часов утра 11, то есть на следующий день. Обнаружено, что огни 2 и 3 групп 800 и 700 метров от торца ВПП отсутствуют, имеются осколки светильников, кабель питания оборван. На огнях первой группы 900 метров были разбиты светофильтры, из 3 лампочек горела одна. Ну, в общем, описание, знаете, вот привокзальной какой-то площадки в дикой провинции, в каком-то полустанке, где пьяные бомжи что-то разбили. Вот в таком состоянии почему-то оказалось штатное светотехническое оборудование аэропорта, на котором, повторяю, 3 дня до этого благополучно прилетел премьер-министр Польши Туск. Аэропорта, на который вечером 10-го совершенно благополучно прилетел Путин. Наверное, к тому времени уже поменяли лампочки. Вот милиционеров мы видели, лампочки завинчивающие. Но в момент катастрофы вот как-то плохо все было с этими рядами лампочек. Про другие не сказано ни за, ни нет. А в лесу любительская видеосъемка фиксирует ящик, на котором стоят подозрительно похожие на эти стандартные прожектора, только почему-то прожектора стоят на досках и стоят они посреди леса. Я думаю, что все, что можно было сказать по этому поводу, мною сказано. Добавить что-либо к сказанному мне и нечего, и незачем.